Привет, мои дорогие! Сегодня позитивные новости, на самом деле, именно позитивные, потому что кое-кому сегодня вообще очень нехорошо. Он собрал совещание, погнали, кольцо сжимается. Путин делал комментарии по поводу этого. Это сейчас в данный момент говорим про Покровское, а также и Купинское. Но про Покровское они забыли и говорят о Купинском. Сегодня Клименко давал интервью по поводу и комментарии по поводу этого. Ну и также у нас вслед за буревестником пришел Посейдон. Посейдон — это такая, знаете, торпеда, беспилотный подводный корабль, который плывет, его не видно. Но об этом мы также поговорим. Погнали по заявлениям. Первое заявление — это, конечно же, от Путина будет. Российский, по той ситуации, которая происходит непосредственно там, где кольцо, где сжимается все. Российские военные не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения ВСУ и Купинский, и Покровский. Это для того, чтобы убедиться. Вот западные СМИ там приехали, пожалуйста. Но это, я думаю, скорее это был сарказм больше, чем действительность, потому что они могут там с собой какие-то еще вещи попривозить. Ну, понятно, что их там досмотрят, но в любом случае это все равно звучит как такой, знаете, жест доброй воли, который Путин с самого начала войны раздает Украине. Россия готова прекратить боевые действия в зонах окружения ВСУ, пока там будут находиться зарубежные журналисты. Но это продолжение этого сарказма. Политическое руководство Украины должно принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Ситуация на фронте складывается благоприятно, но российских войск, они на всех участках, точнее для российских войск, они на всех участках идут вперед. И это действительно подтверждают многие, кроме Украины, потому что они не хотят, чтобы это слышал Трамп. Украина не проигрывает, а Путин не выигрывает. Мы знаем. И Трамп озадачен очень. Конечно же, он получает от американской разведки все данные и понимает прекрасно, что происходит. Ну вот они, немножечко искорки света, которые в конце такого нашего длинного туннеля к миру. Дмитриев, не зря находящийся в Америке, заявляет, что война в Украине может завершиться в течение года. Заявил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. Он что-то знает. Это не заявление кого-то там. Сегодня Венс тоже говорил об этом. Поехали. Посейдон вслед за буревестником. Сейчас я вам прочитаю об этом аппарате. Ну, они же все не верили в то, что буревестник-то отработал. Только вчера норвежская разведка подтвердила, что они видели след. Потому что, конечно, там изотопный след идет и достаточно такой видимый след от буревестника. Ну, имеется в виду изотопный, по которому они изучают. И они подтвердили, что на новой Земле это произошло. Ну, и я прочитаю непосредственно от самого главы. Вот. И теперь у нас уже Посейдон. При этом, в отличие от летательного аппарата с ядерной энергетической установкой, в подводном аппарате вероятность появления радиоактивного следа минимальна. Реактор на такой безэкипажной субмарине полностью закрыт, поэтому невозможно отследить эти испытания по появлению радиоактивных изотопов в воздухе. Это, знаете, Путин еще в 2018 году говорил об этом всем, уже знал, да, что Америка к этому всему готовится. И это третье уже то, что он раскрывает из тайн, это вот этот Посейдон. Поэтому они не смогут раскрыть. То есть там Трамп, как маленький мальчик, рассказывает о том, что у него свитер желтый на появление буревестника, а потом про подводную лодку. Ну так Посейдон. У них одна загадка, я вам прочитаю. Это BBC пишет. Пуск буревестника подтвердила Норвегия, но факел ракетного двигателя был, вероятно, хорошо заметен на радарах. Подводный аппарат отследить труднее. Отношение к стратегическому ядерному оружию, особенно нового типа, не может быть легкомысленным. Вот откуда моя мысль о том, что Трамп повел себя совсем как бизнесмен. Он не повел себя как человек, который стратегически мыслит. Или как-то там, по-другому можно так сказать. По-военному можно так сказать. Он мыслит как маленький мальчик, которого обидели. Вот у его одноклассника айфона у него свитер желтый. Вот как мыслит Трамп. Хотя для всех это достаточно серьезный. Понимаете? И поэтому даже
простого заявления достаточно, чтобы к этому отнеслись всерьез, прежде всего в Вашингтоне. Ведь и буревестники Посейдон обладают сверхбольшой дальностью, которая нужна для ударов по США. Это намеки, опять же говорю, для США. И это не какие-то блефы или какие-то угрозы. Это намеки, что мы вас достанем. А ответ Трампа про подводную лодку, ну так Посейдон куда страшнее. Принцип действия Посейдона отличается от традиционного стратегического ядерного оружия, баллистических ракет. Считается, что ядерный взрыв произойдет под водой у берегов страны, против которой он применяется. Однако целесообразность такого взрыва все еще сомнительна. Нет доказательств разрушительной силы возможного цунами, а также вредоносных последствий заражения воды. В порт просто зайдет в порт, всплывет и жахнет. И все. На портах все держится, вы же знаете. Вся логистика, можно сказать, вот между странами, между континентами, на портах держится. Он заходит, один Посейдон в один порт в гости заходит, другой в другой. Бум. И все. Посейдон, как и буревестник, был одним из 5, даже тут пишут, что из 5, вообще из 8. Вооружения, о которых рассказывал Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году. 3 других — это межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой планер «Авангард» и аэробаллистическая ракета «Кинжал», единственную, которую выпускают серийно. Почему? Сейчас уже «Орешник» пошел в серию, сейчас и «Посейдон» пойдет в серию. Точнее, не только «Посейдон», а еще и «Буревестник» пойдет. Понимаете, не надо строить там какую-то огромную субмарину. Есть спутники, есть связь, какие-то, я не знаю, там вещи, которые мы не знаем, как они связывают его. Не надо садить туда экипаж, переживать за то, что этот экипаж упадет на дно, как с Курском это было, вы знаете, да. Весь мир переживал за ребят. Не надо будет переживать. Он где-то заглох, упал там вниз и все. Другой запустили. И меньше нужно. Потому что для подводной лодки, атомной подводной лодки, у которой там много ракет, да, им нужно долго там находиться, а для этого ее нужно сделать большую. И чтобы много ракет вместилось и так далее. А когда Посейдон является ракетой, какие там размеры нужны? И тем более там есть вот этот мини-ядерный реактор, который, пожалуйста, подкатит его туда. И она будет там спать, пока не нажмут кнопку, что пора просыпаться и зайти в гости в чей-то порт. Так что отличное изобретение, и уже не на шуточку немножечко Трамп встал. Ну и вот сегодня заявления Венса идут, что Трамп не может заставить Украину и Россию закончить войну, заявил Венс. На вопрос телеведущий, когда закончится война, он заявил, что сейчас лучший момент для Украины и России ее прекратить. Ну, не думаю, что для России сейчас лучший момент прекратить. Потому что они же хотят... Я понимаю, что если бы они согласились на те условия, которые были в Анкоридже, войны бы не было. И также давайте, дорогие мои, я понимаю, если бы не был Зеленский, войны бы также не было. Потому что кто порвал все договора? И это же не один раз. И во Франции, и Минске, и турецкие. Не было бы войны. А еще если бы не было Порошенко, который за деньги USAID вместе с Кучмой пилил эти деньги и отдавал страну просто в лапы американцам, был бы и Крым, и все остальное, и Донбасс был бы. И войны бы не было, дорогие мои. Не было бы. Поэтому сейчас как раз не самый лучший путь. Ну и вот Бельгия со своей биполяркой. Одни бельгийцы говорят, что ну его нафиг сталкиваться с Россией, а вот это вот чудо рассказывает совсем другое. НАТО сотрет с лица земли Москву, если Путин применит ядерное или обычное оружие против Альянса, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Так он прокомментировал угрозы Путина в случае передачи Украине томагавков. Сейчас там дальше еще интереснее будет. Путин сказал то же самое, когда Финляндия и Швеция вступила в НАТО. Когда мы поставляли танки, ракеты, истребители F-16. Урок заключался в том, что мы не должны поддаваться угрозам. Нужно атаковать их, как мы наконец-то делаем сейчас. Это тоже было красной чертой для Путина. Но что он сделал? Ничего. Он знает, если применит ядерное оружие, они сотрут Москву с лица земли. Тогда наступит конец света. Ну, наверное, нужен конец света. Сказал этот типочек Де Морген, в газете Де Морген. Ну вот написано там.
как на экране. Он ответил, что не боится запуска ни ядерной ракеты по Брюсселю, поскольку тогда Москву тоже сравняют с землей. Напомним, что Франкен, он же, на днях выступил против передачи российских активов Украине, потому что Путин нанесет серьезный удар. Это биполярка, да? Бельгийская причем биполярка, нормальная такая. Ну и у нас же есть Анна Паулина Луна, конгрессвумен, которая провела у себя в соцсети X опрос. Хотят ли американцы мира между Россией и Украиной? И там-тарам-там-там. 93% хотят. В голосовании участвовало 17 241, там, я не знаю, как их там, голосователь. Вот и все. Конгрессвумен Анна Паулина Луна провела опрос в сети X, задав вопрос: хотите ли вы, чтобы война между Россией и Украиной закончилась? В нем приняли участие более 17 тысяч человек, и 93% проголосовали за. Также Луна прокомментировала: окончательные результаты показывают, что американский народ хочет мира, а не войны. Ну да, для этого из-за Трампа-то и голосовали. Ну как вот украинцы голосовали за Зеленского, потому что он сказал, что закончит все войны, что он будет там на коленях стоять, чтобы только закончить войну. Но также Трамп вышел и сказал, что он закончит эту войну за 24 часа. Встретились шоумен и актеришка. Поехали дальше, дорогие мои. Власти Германии разрабатывают, дорогие мои, законопроект, который лишит украинцев выплаты по безработице. Бюргергельд, по-моему, так правильно называется, пишет Политика. ФРГ столкнулась с массовым наплывом украинской молодежи после открытия границ 18-22. Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того, чтобы защищать свою страну, заявил Юрген Харт, высокопоставленный депутат ХДС по внешней политике. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законодательстве привели к тенденциям миграции, в которой мы должны бороться. В Германии около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста, получающие долгосрочное пособие по безработице. Знаем таких. Коалиция Мерца, которая испытывает все больше бюджетное давление и в целом хочет сократить расходы на социальное обеспечение, работает над законопроектом, который лишит людей права на такие льготы. СДПГ в этом не согласна с коллегами по коалиции. Другие представители политического руководства Германии хотят подождать и посмотреть, останется ли число прибывающих высоким, прежде чем вносить какие-либо изменения. Ну так в Чехии то же самое. Тоже их много. Ну, Чехия не раздает особо деньги. Так, поехали послушаем Клименко, да, что он говорит по поводу Купінська, що там все хорошо. Можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наше дійсно там багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована. І я сподіваюся, що наші сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений ворогом. Ну, скажу вам, что Клименко, он ничего не решает. Это служивый пес, которого взяли просто потому, что нужно было, чтобы кто-то слушался. Потому что был Монастырский, вы знаете, с Монастырским не очень хорошо поступили. Ну, а кто был ближайший по МВД? Клименко. Сказали: все, иди давай, будешь выполнять указы. И Клименко погнал. Ну, о чем он говорил? Что ситуация в Купинске стабилизирована. Заявление России об окружении ВСУ не соответствует действительности. А дальше решайте сами, соответствует или не соответствует. Ну вот и подошли к новостям из Норвегии. Норвегия подтвердила, что Россия действительно испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля. Об этом заявил глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес. Господи. Эти ракеты в коалиции НАТО относятся к классу Skyfall. Перевод с английского — падение неба. Да там не только падение неба будет, там еще много чего будет падение. Так, у нас паника в Румынии, потому что США выводят оттуда часть своих войск.
И не только даже и из Румынии, но также и из Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает румынское издание Gifo-Media. Это подтверждает и сообщение Минобороны Румынии. Решение США заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделение в нескольких стран НАТО. В Румынии США почти вдвое сократят свой контингент военных. Официально сообщается, что останутся около 1000 американских военнослужащих. Gifo-Media уточняют, что выведено будет около 800 человек. Ну, солдат, как их там еще назвать. Ну, погнали дальше. В Покровске это все хорошо. Центр противодействия дезинформации предложил Офису президента стратегию по освещению ситуации в Покровске. Так предложено, что всю территорию города необходимо называть серой зоной, а окружение ВСУ вбросом врага, который преследует цель вызвать панику в Мирнограде. Да там уже перебили, по-моему, ту дорогу, потому что Мирноград, он там глубже сидит, он снабжался с Покровска. Ну, если посмотреть по карте, именно Deep State. Но Deep State уже в последнее время, это карта, которой верить не стоит. Они не соответствуют действительности, там, в таких как раз в горячих местах. Потому что были ситуации, когда Сырский напрямую говорил, чтобы их поймали и отправили на фронт. Ну, басифицировали. Когда они держали там по Курску, да, там информационное поле. Сейчас это уже, ну, вы сами понимаете, верить там абсолютно нельзя. Так вот, если посмотреть даже на их карту, вот там вот, где эта горловина, где она смыкается, ну, по-другому, да, вот так вот, где она смыкается, вот там на этой горловине увидите Покровск и получается, нет, в другую сторону, вот, нет. Сюда, да. Сюда ниже получается Мирноград. И дорога снабжения была непосредственно самого Покровска. Так что Путин готов через Трампа, Эрдогана и Лукашенко провести переговоры о коридоре для попавших в окружение в Покровске украинских военных. Но опять же, это по словам инсайдеров, это не явное. По словам инсайдеров, президент России хочет провести большой и многоступенчатый обмен. А просто подарить Киеву окруженных ВСУшников он совершенно точно не собирается и не будет. Так что... И опять же, это же нужно подтвердить, потому что, ну, опять же, это какие-то инсайдеры, источники. Я в это не верю, просто есть, ну, вдруг, да, это правда, а вдруг это неправда. Поехали, у нас там ястреб войны, это Уитакер, который остался еще от демократов в НАТО. Президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Ну, не работает уже это. Ну, все, уже не работает. Хватит, завязывайте. Уже все, уже никто не боится. И все понятно было. Пугали для того, чтобы там... Вот это именно пугали. Путин позвонил, и типа договорились они на как раз... Ну там Трамп, наверное, так понял, да, что Путин договорился с ним остановиться на линии боевого соприкосновения. И все, и все разойдутся домой. И Зеленский будет хлопать в ладоши, что Покровск остался у него. Ну и Купинск, и другие вещи. Там погибло куча людей с обоих сторон. И как бы на этом всем остановиться. Не вижу смысла вообще в такой военной стратегии. Бились, и все, пошли по домам. Спасибо, Дони, ты сделал мир. Мир стал лучше. Мы также уже видели, что Украина разрабатывает собственные, будь то беспилотники большой дальности или их ракета «Фламинго». Существует множество способов, как удары большой дальности могут быть нанесены по нефтегазовой. И поехал он по нарративу Трампа. Все, давай, лысый, гуляй. Поехали дальше уже. Константиновка на очереди. Вот если посмотреть, то Константиновка, вот там вот внизу, да, там, ну я имею в виду сверху тоже, она как раз находится рядом с Покровским котлом. Но она как бы не завершена еще. И я скажу так, что, ну, уже заявляют, что российские войска уже в Константиновке, потому что оттуда бегут и думают такие, да ну нафиг, там котел, ну нафиг, лучше в СЗЧ. А эти параллельно парламентам принимают закон, что у СЗЧшников будет отбирать квартиры, блокировать все счета, ну короче, будет делать им западло. Как раз вот не тем, которые сидят, прячутся по домам, а вот для вот этих. Те, которые в котлах сидят. Специально. И им первым говорят об этом.
Российские войска уже зашли в Константиновку, сообщает ВСУ. На этом участке фронта ситуация обострилась. Бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки. Или Сантуриновки, не знаю как правильно. Противник смог продвинуться и частично закрепиться у трамвайного депо, пытаясь удержать плацдарм для дальнейших действий в городских кварталах. То есть у нас получается, отсюда все бегут, чтобы не попасть в котел. А если дойти до Константиновки, вот посмотрите, да, прямо, то можно будет разрезать вот этот вот кусок, вот этот вот котел на две части. Ой, дорогие мои, проблемы у Зеленского. Он там собрал большое совещание на самом деле, огромное. Поехали дальше. Китай сокращает поставки компонентов для украинских дронов, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на представителей сети украинских международных оружейных компаний. По его информации, Пекин все больше ограничивает такие поставки, а также пресекает попытки украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через страны союзников. По словам собеседника телеканала, Пекин запрещает поставки комплектующих БПЛА в страны Балтии, потому что знают, что они окажутся в Украине. Эти ограничения сильно бьют по украинцам, поскольку двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета для использования ВСУ беспилотников преимущественно поставляются из Китая, отмечает НТВ. Ну и вот сегодня пришло, что конкретно вменяют Труханову. Прямо и рано с утра, дорогие мои. Я ждал, когда поток информации остановится, потом уже думаю, давай тормози, потому что я тогда буду до вечера их читать. Прокуратура официально подтвердила, что мэр Одессы Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели 9 человек во время недавнего потопа. У меня такое ощущение, я сегодня смотрел эти заявления этих журналистов, этих спикеров и все остальное, как будто Труханов включил кран, чтобы полил дождь, где выпало за один день осадков как за 2 месяца. И они его обвиняют. Я вам скажу, кто бы не был мэром в городе, я ни в коем случае не защищаю Труханова. Всегда лило все. Кто бы не был. Был Костусев, лило, топило, деревья падали. Был Баделан, лило, топило, деревья падали. Все знают прекрасно озеро на Балковской, если они ее не переименовали. Короче, постоянно тонул Пересип, тонула Балковская и еще куча всех тонула. Но мы все прекрасно знаем, что Труханов им как кость в горле. И он решил пойти посражаться. По версии следствия, чиновник не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей. Как утверждается, ремонты сливной канализации, водоотвода и дренажных систем не проводились, несмотря на регулярные подтопления. В день самого ЧП Труханов, как сообщается, не организовывал должное оповещение населения об угрозе и не привел в готовность органы гражданской защиты. Ну да, если он включал кран там с неба, чтобы он должен был еще и оповещать. Подозрение по этому делу получило еще 8 чиновников для заместителя Труханова, директора департамента городского хозяйства и департамента муниципальной безопасности, директор, начальник структурного подразделения и 2 главных инженера коммунального предприятия «Городские дороги». Всех размотали, всех. Просто всех. Ну, показывать этих спикеров, которые рассказывают, как там главная вот эта вот музыка эпичная, понимаете, должна играть. Сейчас я вам прочитаю кусочек вчерашних новостей, то, что не дочитал, чтобы мы были в тонусе и не пропустили ничего. Там есть тоже, ну, не то, что интересно, а значимые новости, я так скажу. Эта зима будет самой сложной за весь период войны. Украине не хватит газа для прохождения отопительного сезона. Надо снижать температуру в квартирах, заявил экс-глава Укрэнерго Юрий Бойко. Стоит пересмотреть нормативы подачи теплоносителя и понизить их на несколько градусов, приблизив к европейским. Оказывается, вот европейским. В Западной Европе, оказывается, даже в скандинавских странах 18 градусов в домах считается хорошей температурой. Я понимаю, что все привыкли иметь плюс 25 в квартире и открытые окна. Но так в этом году точно не получится. Ну да, конечно же. Это же мы бомбили МПЗ российские. При этом же договорились на мораторий, чтобы никто никуда не бил. И потом начали бомбить. Да, это же мы. Мы те, кто любим посидеть
25 плюс в квартире с открытыми окнами, специально долбили, чтобы нам снизили до 18 градусов. Конечно. Ну, Мурло будет сидеть в тюрьме после войны просто гарантированно. Ну, конечно, оно сбежит, это факт. Но ему придется посидеть в тюрьме. Ермак жестко запретил всем сообщать негативные новости с фронта. Сейчас идет массовая информационная кампания, что на фронте все стабильно, даже картографы в теме рисуют красивые карты, но это приведет к тому, что в какой-то момент все окажется печально. Так что это то, о чем я вам и говорил. Вот эти картографы имеется в виду Deep State. Поехали. В ближайшие недели Украину ожидает временный дефицит лекарств. Потому что во время обстрела было уничтожено около 20% месячного запаса. Катастрофа. Уже назревает гуманитарная катастрофа. С теплом, с лекарствами. Во Львове даже с водой. В некоторых там, в Чернигове, там уже вечный этот блэкаут. Ну и вот тут у нас есть там из центра Разумкова, который любит писать просто самые лучшие опросники, да, и результаты голосований на улицах, да, что украинцы 96% украинцев готовы воевать до конца. Сидеть в квартирах с 18 градусами. 99%. Еще вот эта скумбрия выйдет со своей печальной будкой этой, развалит ее такое. Я, кстати, тоже посмотрел, да, вот это вот вчера жена идиота показывала Зеленскую, а сегодня они постарались, убрали это. Наверное, в Google позвонили, попросили, что же это такое, почему выдавала. Если кто не знает, вчера весь день, если вы писали в Google «жена идиота», выдавала Зеленскую. А сегодня уже нет. Ну, так что не каждый успел на этом. На западе Украины ситуация с энергетикой будет лучше, чем на востоке. Директор энергетических программ Центра Разумкова Амельченко. По его словам, причина – дефицит пропускной способности между Западом и Востоком, а также размещение энергетических ресурсов. Все 5 атомных блоков находятся в западной части, на правобережье, а энергетика и энергоемкие предприятия на левобережье. У нас не хватает мощности для передачи энергии. Я хочу сказать, что мало кто захочет из-за этого перебраться на Западную Украину, потому что очень знают, как они достали нас, русскоговорящих, дорогие мои. Ну и вот заявление, что зимой света может не быть и по 20 часов в сутки, заявил эксперт Института энергетики и стратегии Юрий Корольчук. Как это было в прошлом году? Некоторые тогда смеялись и говорили, какие минус 20 часов без света. Это все фантазии. Это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой. А если зима будет обычной, то эти минус 20 часов могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки, заявил Ковальчук. По его мнению, за зиму возможно пару таких недель. В остальное время, как он считает, света не будет до 12 часов в сутки. Прекрасно, дорогие мои, прекрасно. Я вот, знаете, у меня во дворе жила женщина, она не богатая. У нее не было аккумуляторов, у нее не было ничего, она там с трудом насобирала на пауэрбанк, вот, и чтобы подзаряжать свой телефон. И вот я же рассказываю, было по 53 часа не было света, она приходила у тех, у кого есть аккумуляторы, и просила, чтобы чуть-чуть можно было подзарядить ее телефон. Хотя связи-то не было. Связи не было. Единственное спасало, что это оптика, которую там предлагали операторы, ну, провайдеры. PON такая есть технология. И у них стояли генераторы, которые работали для того, чтобы интернет прокачивался. Вот это было спасение, ну, для связи. У остальных, у кого были аккумуляторы, у тех работали котлы. Ну, я имею в виду газовые, да, там контурные, двухконтурные котлы. Те как бы работали и так далее. А у нее не было денег. А таких, знаете, сколько? Очень много. Я когда приходил в эти места, как они там называются, эти центры потужностей, ну, вы поняли, да, там незламности. Там очень много людей было. Генераторы, как я рассказывал, 150-киловаттные стояли у депутатов в кафешках. Это то, что турки передавали для Одессы.
именно чтобы в дома людям подключали 150 киловатт, да, они там себе могли хоть как-то жить, то те их забирали в свои кафешки. Там кафешка на 5 человек, но в ней стоит 150-киловаттный генератор. А у обычных людей ничего. Так вот, что самое интересное, что в этих центрах незламности стояли обычные 5-киловаттники. Вонючие. Вот что было. И вот сейчас это ждет только уже в большем масштабе. То есть, если бомбили там одну Одессу, отключали, потому что там долбили по южноукраинской, ну, я имею в виду по трансформаторам и всем остальным, то сейчас долбят, ну, вот Чернигов вышибли, Сумскую вышибли. Вот там Леша Гончаренко губами нашлепал вчера, что Зеленский обещал блокаут в Москве, а блокаут пришел в Украину. И надо что-то с этим делать. Я, конечно, посыл не понял. Посыл типа что? Надо бомбить Москву дальше или что, Леша? Хотя Леша тоже там что-то. Ну, у Леши тоже судьба очень будет неоднозначная, дорогие мои. Он заслужил ее. Так что так, дорогие мои. Окей, на этом все. Зачерпнул и сегодняшний, и кусочек блока вчерашнего, дорогие мои. Чуть-чуть такой подустал, подразмотанный, потому что вчера очень поздно лег. Слишком большой блок, немножечко подизмотал меня. Сегодня чуть-чуть попозже запишу. Вот, восстановлюсь и запишу. Подписываемся обязательно, кто не подписан, дорогие мои. И я вас всех обнял.